что тут происходит, а то, я думаю, многие видели новости за последнюю неделю, что в столице цены на бензин выросли на 3-5 рублей сразу. Ну, видимо, что? Видимо, дефицит, все плохо. Давайте цитату соответствующую 1.8 на экран выведем, мы ее зачитаем и обсудим. По данным Московской топливной ассоциации, средневзвешенная стоимость дистоплива в столице за неделю выросла на 56 копеек и составила почти 78 рублей 50 копеек. 92-й подорожал на 24 копейки и в среднем теперь стоит больше 64,5 рублей. За литр 95-го в среднем нужно заплатить 71 рубль 46 копеек. Однако, как пояснили в ассоциации, рост средних цен объясняется серьезным скачком у одного конкретного продавца. У частной сети АЗС «Нефтемагистраль» 92-й бензин подорожал сразу на 3 рубля, а 95-й дизель на 5 рублей. Крупные сети тоже подняли цены, но не так сильно, в среднем от 9 копеек до 50 за литр, в зависимости от вида топлива. У нас, так как многие не читают дальше заголовка, у нас любят, знаете, молодежь, клиповое мышление, но старшее поколение тоже зачастую не читает дальше заголовка, поэтому многие, прочитав, что выросли цены на 3-5 рублей, схватили за сердце, какой кошмар, одна сеть. Да, очень крупная, но одна сеть. У нее такое бывало в сентябре прошлого года, в сентябре позапрошлого года, в сентябре позапрошлого года. Не только у нее, будем честны, но вот у нее такое бывало. Это происходило на фоне прерывания поставок, и по большому счету это не отражало доступности топлива. То есть зачастую, видя новость, что в каком-то регионе настолько-то подняли цены, это не дает, вы не получаете данных о доступности топлива и той минимальной цене, по которой вы можете хорошее, качественное топливо получить. Кстати, не факт, что... Ну ладно, хотел высказать одну мысль, но прозвучало бы, как будто я конкретную сеть в чем-то обвиняю. Нет, ни в чем не обвиняю, ни в коем случае. Но в столице вот так, потом тут пошли новости. В Подмосковье одна сеть, я даже про такую не слышал, ввела ограничение на отпуск топлива. 60 литров бензина в одни руки. Средний бак 50-55 литров. Я не очень понял вот суть этого потрясающего ограничения, но прозвучало сурово. Если в заголовок вынести, в столице тоже ограничивают топливо. Не приезжайте к нам на грузовике. Ну, на грузовике нет, на фуре там пошли разговоры о том, что вот фура, туда же 1000 литров можно залить, но не бензину, друзья. Там дизельное топливо, как я слышал, там дизельное топливо обычно заправляют. Можно поехать на другую заправку, если что. То есть это не какое-то повсеместное явление, это проблема отдельных частников. Но просто в Крыму, в целом на полуострове, только частники. И вот их проблемы становятся проблемами потребителей. Это не попытка обвинить самих частников, ну, понятно, что они в непростой ситуации оказались, но это показывает, как средняя температура по больнице может проявляться в зависимости от конкретных условий того или иного региона. Есть у вас крупнейшие федеральные сети, у вас одна картина будет. Нету — другая. У вас рядом нефтеперерабатывающий завод стоит, третья будет картина, вон 59 рублей. А так как-то тоже можно прокомментировать, я думаю. Я пока почитаю... Я думаю, что вот этот разброд, шатание, это результат того, что действительно происходит в реале. Неопознанные летающие обломки продолжают куда-то лететь. Тут вопросов столько, что, наверное, это даже не столько про тех, кто занимается производством, доставкой бензина, а какие-то более общие. И это не в нашу передачу. Вернемся к QR-кодам. Вот, кстати, задают вопрос, который, возможно, вот мы сейчас его озвучим. Вопрос от населения, который, наверное, надо будет на соответствующих телеграм-каналах осветить. Вернемся к QR-кодам в Севастополе. Есть ли информация по такому вопросу? Бронируя QR-код, необходимо проверить наличие на АЗС, топлива. Но есть риск, что в условиях ажиотажа, пока доедешь до выбранной АЗС, бензин там закончится. Ну да, можно 2,5 часа даже по QR-коду, как сообщают, простоять. А в 21:00 продажа по кодам прекращается. Сколько действует QR-код? У нас таких данных нет. Вот этот вопрос очень правильный, вопрос организационный. Надеемся, нас услышит руководство соответствующих регионов, и у себя ответы на эти вопросы
Даст, потому что действительно, если у вас ограниченное количество заправок, на которых есть топливо, не факт, что... Кстати, возможно, стоит QR-код привязывать к конкретной АЗС, чтобы на конкретной АЗС, понимали, у них столько-то топлива, у них вот столько-то забронировано вот этих слотов, и вы выкупали слоты на конкретной заправке, понимая, что конкретно ваша доля вот там. Возможно, стоит так сделать. Тут люди юморят про парусы и скейты. В Беларуси 100% такси на газу, и доля электрических, наверное, все-таки автомобилей 30%. И на полуострове Крым довольно выше средних по стране доля электромобилей в объеме продаж. Проблема в том, что электромобилем и заряжаемым гибридом нельзя проезжать сейчас по новым правилам, нельзя проезжать по Крымскому мосту. То есть вы купите заряжаемый гибрид, но если вам надо будет выехать на материк, надо будет на пароме ехать. Но заряжаемый гибрид, да, в текущей ситуации это прям выход. Так, если что, на бензине ездите, так вот от сети зарядились. Наверное, в этом есть смысл. Опять же, руководству региона стоит присмотреться к газу, притом в том числе с точки зрения использования ПАГЗов для снабжения хотя бы крупной техники, которая у вас работает. Так. Не повышению цен, а изменению, извините. Что это я? Вот что значит внимательные, ответственные зрители. Всегда готовы поправить. Вы правы. Не повышение цен. Изменение цен на 10-20 рублей. Я думаю, это сообщение было, конечно, от сотрудника Росстата. Возможно. Так. Виктория, если вы сотрудник Росстата, спасибо. Если нет, все равно спасибо. Да. Хотел купить электромобиль, нам пишут. Но передумал. И потратил на другое. Кубань. Будем надеяться, что то, на что вы потратили, вам принесет больше пользы, чем электромобиль. Электромобиль в чистом виде в наших условиях это, для энтузиастов. Условия бывают разные. Если мы говорим о Южном федеральном округе, там, где спрос на такие индивидуальные решения по обеспечению энергии все выше, от чего бы и нет. Если у вас система обеспечения энергии ваша индивидуальная, что бы вам за ночь-то ваш электромобиль не зарядить? Кстати, да, если частный дом, и вы прямо на территории дома ставите, можете поставить зарядочку, да, это имеет смысл. То есть в среднем электромобиль, может быть, не очень нужен, но, опять же, заряжаемые гибриды. Есть российского производства, китайцы с российского производства, которые по более-менее вменяемым по нашим временам ценам идут. Вот оговорка по нашим временам, я думаю, всем понятно, что, знаете, когда вы говорите про автомобиль ценой 2,5 миллиона, говорите, и подразумеваете, нормальная цена. Я внутренне сам содрогаюсь, но время такое, что поделать. Так, про дистопливо почти 100 за литр, купить почти невозможно, объясните, как связать нехватку бензина с повышением цены. Недополучение прибыли, выросли расходы. Смотрите, вы купили бензин по 100 тысяч рублей за тонну, значит, 100 тысяч рублей – это примерно 77 рублей за литр. То есть ваша оптовая цена – 77 рублей за литр. Вы доставить? Да, надо еще доставить. Какая-то маржа должна быть, хотя бы рубль-два с литра. Тут, правда, вопрос, что вот эти все сети, там кофе можно купить, булочку купить. Понятно, на этом, может, не проживешь, но какую-то часть расходов можно туда переложить. Но транспортные расходы выросли, к примеру. Вопрос, как так получается? Заправкам можно задирать цены, а людям, купившим за свои кромные продающие бензин, неважно поскольку, нельзя. Да. Органы быстро находят отдельных людей, продавцов бензина и наказывают, а заправщиков никак найти не могут, чтобы наказать. Но смотрите, у заправщиков может быть объяснение. Мы купили по оптовой цене в 100 тысяч рублей за тонну. Вот бумага. Как мы можем продать дешевле 77 рублей за литр? Если еще рублей 5, или сколько там, надо накинуть, или 8, сколько тогда нам считали? 8 рублей надо сверху накинуть для того, чтобы там покрыть транспортные расходы, маржа некоторая, чтобы была. Вот. Надо доставить, надо работникам заправки какую-то зарплату сообразить. Если на заправке свет горит, значит, за электричество надо, набирается.
Губернатор Севастополя обещал, пишут нам, что QR-код, выданный на сегодня, будет актуален на завтра и послезавтра. Правда, очередь на эти, из-за этого увеличивается, из-за тех, кто код получил за предыдущие дни. Ну, что делать? Так какие основания на повышение цен сейчас у НПЗ? Зачем биржа увеличила шаг на подорожание цен? Вам действительно нужно это пояснять? Да, дом частный, еще в каждой станице можно найти человека, который даст розетку. Ну, в таком случае, да, наверное, имеет смысл, но, опять же, скорее заряжаемый гибрид был бы лучше, потому что и бензинчиком можете заправиться, и от розетки зарядиться. У некоторых НПЗ, например, белорусских, люди прибежали, понимаете, тут не только в НПЗ дело. Вы, может быть, крупный покупатель, крупнооптовый, вы купили по 80 тысяч рублей 95-й бензин. А у вас купил какой-нибудь мелкооптовый покупатель. Вы ему продали по 95 тысяч. А он какой-то сети АЗС продал по 100 тысяч. Дело ведь не только в НПЗ. По НПЗ, более или менее какую-то картину дает биржа, с которой мы начали. Именно какую-то картину, может быть, не в 100% случаев. Вот как-то так. Занырнем в пролив. А вот в следующий раз прям пройдемся по этому самому, по питерскому форуму. Там был ряд хороших мыслей высказан. Это и правильно, за это время вся информация будет собрана, потому что там на самом деле столько панельных дискуссий было и прочего. Доклады, дискуссии, подписали про поставки в Казахстан. Там масса всего интересного. Никому не сказали, на какой объем. Да, пусть это будет сюрприз. Правильно, пусть давайте Трампа для разнообразия процитируем. Давненько не было старика Трампа. Давненько не было Трампа. О чем он тут? Он тут 23 мая, 7 июня сегодня, 23 мая. Скоро все откроется. Я тут, с теми созвонился, скоро мы все откроем, скоро все будет хорошо. Это, Будет отличная сделка. Good deal. Мирная сделка, да. Мирное соглашение, если буквально. При этом, Ормузский... Сколько времени прошло? 2 недели, по-моему, да? Скоро откроется. 2 недели. 2 недели туда, 2 недели сюда. Завтра откроем. В худшем случае через 2 недели, максимум через 2-3 месяца. Но если совсем край, через 2-3 года. Видимо, такая логика за этим всем. ЕС рассматривает возможность временного приостановления действия ограничений цен на российскую нефть из-за войны в Иране. Давайте следующую сразу цитату. Об этом тоже говорили еще 2 недели назад. Но тут пару слов стоит сказать. Европейский Союз рассматривает возможность временной заморозки предельных цен на российскую нефть, поскольку война на Ближнем Востоке продолжается 4-й месяц. Зоркий глаз индеец. Сообщили источники, знакомые с ситуацией. В прошлом году ЕС ввел динамичный механизм, гарантирующий, что каждые 6 месяцев предельная цена на российскую нефть марки Urals автоматически устанавливается на уровне на 15% ниже среднерыночной. Текущая предельная цена составляет $44 10 центов за баррель и должна быть пересмотрена позднее этим летом. О чем вообще говорят иностранцы? Давайте, потому что это на 15%. Чего? Почему они нашу нефть тут какие-то цены назначают? Есть такая история про потолок цен. Придумали они потолок цен не для того, чтобы нас наказать, а для того, чтобы к ранее введенным санкциям, в рамках которых запрещалось нашим компаниям использовать западную экосистему морских перевозок, то есть это суда, страхование и прочее, легальный доступ к этой системе дать. То есть санкции не отменяем, но из серии, чуть дешевле продают свою нефть в порту отправления, то есть без учета транспортных расходов, и везите. В прошлом году ЕС осмелел и не согласуя ни со Штатами, ни с Канадой, не с Австралией. И даже в Новую Зеландию не звонили. Нет, вообще отвратительно. Я даже не знаю, может, они не знают, где это. Кто их знает? Может, Урсула фон дер Ляйен такая, что, хоббиты? Кто, где? Так вот. Я бы для краткости предложил ввести в Еврокомиссии должность Урсулы фон дер Каллас, потому что разбирать, кто из них что сказал, уже невозможно. Пусть это будет Урсула фон дер Каллас. Они осмелели, они почитали прогнозы о том, что уже избыток предложения, а избыток предложений будет еще больше. Чуть ли не 4 миллиона баррелей в сутки. И они такие, все, мы сейчас прикроем эту лавочку для России. Пользовались
пусть на 30% своей нефти, перевозимой морем, но вот пользовались нашей экосистемой, закроем вам эту лавочку. Либо вот по $44 продавайте свою нефть. Тогда да, тогда будем на вас смотреть. А тут оказалось, что прогнозы это такая штука, которая не всегда срабатывает. Оказалось, что не избыток, как это? Не в карты, не в шахматы, а в карты. И не 100 рублей, а 10 тысяч, и не выиграл, а проиграл. Вот примерно в таком режиме все эти прогнозы сработали. И так как они сработали великолепно, то сейчас Европейский Союз вынужден будет поднять предельные цены. А политически это как-то, как-то поднять цены. Как это? Это что же, это бы... Потолок поломать. Это потолок, если поднимать цены, потолок поломается. А давайте мы заморозим. Вот пока кризис не заморозим. На что это повлияет? Да ни на что. То есть звучит грозно. Они потолок, они заморозят, они вот ай-яй-яй. Да ни на что не повлияет. Просто вообще ни на что. Если бы оно на что-то могло повлиять, они бы этого не делали. Вот и все. США и Иран близки к подписанию соглашения. Сомневался. Да. Прошу прощения. Что ты прям соглашение. 60-дневного меморандума о взаимопонимании, сообщает Axios. Давайте прям посмотрим, о чем же они договорятся. Соглашение будет длиться 60 дней, может быть продлено по взаимному согласию или отменено в любой момент. В этот период Ормузский пролив вновь будет открыт, судоходство будет осуществляться без пошлин. Иран должен очистить пролив от мин, чтобы суда могли снова свободно проходить. В обмен США снимут блокаду иранских портов и снимут некоторые санкции, позволяющие Ирану свободно продавать нефть, чтобы позволить Ирану свободно продавать нефть. Одна проблема. 2 недели назад это публиковали. Иран не в курсе, что он должен очистить, должен пропускать суда. Иран говорит, наши деньги верните, пожалуйста. Там что-то 24 миллиарда, какая-то такая неплохая сумма. Вот. Штаты делают, как это, где деньги? Какие деньги? Как в известном, опять же, анекдоте. Вот примерно так сейчас США с Ираном общаются. А зато, смотрите, на 60 дней судоходство. Тогда цены снизились. Цены ли снизились? А давайте посмотрим, что у нас с колебаниями нефти происходит. Вот я думаю, Борис Леонидович сейчас скажет, почему цены не цены. Это фьючерсы, чтобы было понятно. На месяц вперед. Так, я не знаю. Юрлс не фьючерс. Юрлс прям цена. Кстати, мне нравится $87,5 за баррель. Хорошо. Рубль, правда, укрепился, поэтому $87,5 сейчас не так хорошо выглядит, как еще в начале года, но все равно гораздо лучше, чем было. Фьючерсы. Действительно, это фьючерсы на месяц вперед. Поэтому на фьючерсы легко влиять, если вы публикуете новость о том, что да, скоро пролив откроется. Серьезные люди договорятся. Может быть. Договорились договариваться. А это очень хорошо. Меморандум 60-дневный. Меморандум о чем? Обо всем. И просто меморандум. На самом деле, в Ормузе мы видим то, что завещал Лев Давыдович Троцкий: ни войны, ни мира, а пролив перекрыть. Поэтому что происходит на реальном рынке, там, где торгуют черной маслянистой жидкостью, коричневой, даже зеленоватой, это одно. И разрыв на фоне того, что происходит на биржах, становится уже привычным. Когда мы видим вот эти 90, надо прибавить долларов, так 30-40. Вот это на что-то будет похоже. А это торговля надеждами, какими-то прогнозами, страхами, рисками, чем угодно еще. Отношения фьючерсов и реальной физической нефтью становятся все более запутанными, так скажем. Если до начала событий в Ормузе можно было как-то прогнозировать, вот меняется фьючерс, изменится спотовая цена, то есть цена вот мои деньги напротив твоей нефти, то сейчас эта корреляция отсутствует. Это 2 раза каких-то мира теперь образовалось. Реальная цена нефти где-то в районе $130 за баррель, если мы по Бренту говорим. Вот здесь, что-то куда-то, минус 1,94. Хорошо, отними, добавь. Значит, сын Трампа опять заработает, предполагают наши зрители. Что вы злые такие? Заработает человек. Во-первых, он от природы одарен. Во-вторых, завидовать грешно. Заработает, и что же делать?
По поводу цен тут последовал прогноз со стороны ExxonMobil. Давайте цитату соответствующую. Аж целый старший вице-президент ExxonMobil пару слов на эту тему сказал на профильной конференции, которая тут проходила недавно. Мы приближаемся к беспрецедентно низкому уровню запасов. Я имею в виду очень, очень низкий уровень. Прям конкретные величины. Бренд подорожает, как только вы достигнете действительно низкого уровня запасов, до $150-160. Что характерно, он тоже говорит про фьючерсы. А запасы, да, все ниже и ниже. Вот. Ну и оценка конкретная. Очень низкий уровень, а потом вы достигнете действительно низкого уровня. Потом совсем низкий уровень будет. Да-да-да. Ну, ExxonMobil, это известные счетоводы. У них все до копеечки. Очень-очень низкий уровень. Предельно низкий уровень. Совсем-совсем. Действительно низкий. Действительно низкий уровень. На самом деле, то, что происходит на мировом рынке, есть соглашение МЭА. Выбрасываются дополнительные баррели из государственных запасов, из стратегических резервов, так называемые. Вот это придерживает. И вот это позволяет рассказывать о том, что Соединенные Штаты зарабатывают огромные деньги. Скорость извлечения достигла 1 миллиона баррелей в сутки, и этот 1 миллион баррелей в сутки отправляется за пределы Соединенных Штатов.